Литература южной готики зародилась в южных штатах США на основе классического готического романа, привнеся в него свой локальный колорит тлена и безысходности в виде нищеты, расизма, разврата, религиозного фанатизма и прочих помешательств и в целом беспросветного упадка на фоне жарких южноамериканских захолустий и болот. Еще один колоритный ужастик с болотами и деревней посреди нигде. Вернее, не деревней, а маленьким городком, на который в 21 веке обрушиваются казни египетские. И чтобы разобраться, в чем дело, туда приезжает главная героиня по имени Кэтрин, в прошлом служитель церкви, посвященная в сан, а ныне яростная атеистка, работающая разоблачителем религиозных чудес. Поначалу случай с городком Хейвен кажется ей абсолютно плевым делом, однако не тут-то было. Вот что в фильмах ужасов сейчас на вес золота – это логичность и незатянутость. И это как раз тот случай. В «Жатве» диалоги незатянутые и вполне логичны, действия тоже вполне обоснованы. Достаточно лаконичный хронометраж, в час с лишним увенчан вполне себе неожиданной концовкой. Четверо друзей-северян, среди которых молодой папа Анджелины Джоли Джон Войт, отправляются активно отдохнуть на лоне южной природы и встречают там местных. Напряжение между представителями некогда враждующих сторон ощущаются с первых минут фильма, однако в начале есть надежда, что все ограничится лишь соревнованием, что круче, гитара или банджо. Но нет. И вскоре нашим 4 героям придется на собственной шкуре ощутить, насколько местные жители им не рады. Данная кинокартина является первопроходцем для таких фильмов, как «Техасская резня бензопилой», «Поворот не туда» и для других фильмов, где над бедными туристами издеваются деревенские психи. Также, по его собственному признанию, одной из сцен фильмов вдохновлялся сам Квентин Тарантино для создания своего криминального чтива. В общем, как вы уже могли понять, фильм не очень приятный, хотя и сделанный безумно качественно и в целом очень интересный. Как я обычно говорю в таких случаях, классный фильм, но мне не понравилось. Кино с таким названием, пусть и независимое и малобюджетное, просто не могло пройти мимо меня. Это история о молодой женщине с дочкой, которым после смерти бабушки негде жить. И поэтому женщина принимает предложение пожилой незнакомки пожить у нее в особняке. С незнакомкой она, к слову, познакомилась на кладбище. Мне кажется, уже тут могут возникнуть некоторые вопросы относительно логичности происходящего, но я вынуждена сообщить, что эти вопросы, как и многие другие, останутся в этом фильме без ответа. Да, в этом фильме есть определенная мрачная атмосфера. Конечно, снят он вполне неплохо для своего бюджета, но мне кажется, что этого бюджета очень сильно не хватило для того, чтобы нанять нормального сценариста. И как итог, сценарий этого фильма режиссер написал сам и написал его плохо, потому что сюжет в фильме практически напрочь отсутствует. А сам фильм скорее напоминает 1,5-часовой музыкальный клип. Но не будем слишком строгими к независимому кино, у этого фильма, например, вполне себе годная концовка. Однако до нее еще надо досмотреть и не заснуть при этом. Неспешный фильм – притча, где очень много диалогов и очень мало действия. Однако все четко и по делу, без спецэффектов и так далее. Фильм тяжелый, и в нем остро встает извечный в своей глобальности вопрос о добре и зле. Отсидевший в сумасшедшем доме за жестокое убийство умственно отсталый парень признан неопасным для общества, его выпускают, и теперь ему надо как-то адаптироваться к жизни в социуме среди людей. Люди на его пути попадаются разные. Кто-то относится к герою с пониманием, кто-то с опаской. А встречаются также люди, глядя на которых начинаешь сомневаться, что действительно ли парень, зарубивший топором свою мать, такое уж чудовище. И как такой человек может быть в конечном итоге добрее и адекватнее, чем среднестатистический пьяница и домашний тиран. Знаменитый актер Билли Боб Торнтон не только исполнил главную роль в этом фильме, но и выступил как режиссер и сценарист. Это его 100% бенефис, за который он получил свой заслуженный Оскар.
«Отточенное лезвие» – фильм, который стоит посмотреть однозначно, но также однозначно его вряд ли захочется пересматривать. Фильм снят в начале нулевых, но по качеству и по сюжету ощущение, что где-то в 80-х, 90-х. И это, в принципе, сейчас не камень в огород и не претензия. Нет, конечно, в фильме есть своя атмосфера и некий вайб, если угодно. Действие разворачивается во время гражданской войны в Америке, и группа молодых ребят решает воспользоваться военным положением и под шумок ограбить банк. Кроваво, дерзко и мерзко. Они преуспевают, с самого начала задавая тон фильму в своей кровавости и напрочь отбивая желание сочувствовать им в дальнейшем. Далее они гонят с награбленным в сторону Мексики и, застигнутые бурей в дороге, решают пересидеть в заброшенном особняке посреди кукурузного поля. В особняке, естественно, почти сразу начинает твориться всякая чертовщина, а герои проводят остатки своих жизней под эгидой лозунга «Давайте разделимся». У этого фильма есть несколько плюсов и минусов. К последним бесспорно относятся банальность сюжета и монотонность музыки. А к плюсам я бы отнесла атмосферу и саспенс, который все-таки присутствует. Ну и в конце концов, на самом деле не так много фильмов ужасов, которые затрагивают данный исторический период. Но искушенным ценителям ужастиков этот фильм вряд ли понравится. Однако, если вы спокойно относитесь к тому, что фильм ужасов построен исключительно на бу-эффектах, то это нормальный фильм на вечер. Томный, меланхоличный фильм про ревность. Снова гражданская война, и тут раненый Янки оказывается в закрытом пансионе для девочек-южанок под руководством утонченной Николь Кидман. Девочки радушно принимают врага, ведь он такой хорошенький. Заботится о нем, а кое-кто так заходится в заботе, что это влечет за собой череду необратимых, драматичных, но поучительных последствий. Данный фильм – ремейк, снятый Софией Копполой на фильм с Клинтом Иствудом «Обманутый», снятый в 70-х годах. Оригинал объективно гораздо менее готичный и томный, но более динамичный и целостный. Персонажи там раскрыты гораздо глубже. Там присутствуют, на первый взгляд, незначительные детали, которые по мере развития сюжета оказываются очень даже значительными. Ну и если незначительные детали, с ними все понятно, то отсутствие военных флешбеков, которые присутствуют в оригинале, я понять не могу, поскольку они очень хорошо раскрывают характер солдата, попавшего в пансион, а также, я бы сказала, прилично нагнетают обстановку, что для сюжета очень важно. Но что сделано, то сделано. В общем, «Роковое искушение» мне вроде как понравилось, но потом я посмотрела «Обманутого», и теперь я не уверена. Кстати, интересный момент. И «Роковое искушение», и «Обманутый» относят к категории вестерны. Однако, если с «Обманутым» все понятно, потому что говорим Клинт Иствуд, подразумеваем вестерн, говорим вестерн, подразумеваем Клинт Иствуд, то в целом все не настолько однозначно, потому что, чтобы называть фильм вестерном, он должен также обладать определенным набором черт, которые в обоих фильмах, и «Роковое искушение», и «Обманутый», отсутствуют. Однако это тема для отдельной беседы, и поэтому я предлагаю вам написать в комментариях, интересно вам это или нет, а также поставить лайк, подписаться и вот это вот все. И, возможно, в следующем видео я с удовольствием расскажу, в чем принципиальное отличие южной готики от вестерна, а также сделаю еще одну подборку хороших и качественных фильмов. На сегодня это все. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.